На предыдущих видео я показал теснение и покраску лицевой стороны ремня. Однако та полоса кожи, с которой я работал до сих пор, это не весь ремень. Более качественные ремни делают из двух полос, склеенных и сшитых между собой. Такой ремень будет прочнее и красивее. Сейчас я склею обе полосы так, чтобы лицевая сторона кожи оказалась снаружи. Я пользуюсь клеем Dual 88. Он остается эластичным после высыхания. Его излишки можно вытереть, они не оставляют цветного следа. Однако с ним нужно работать под вытяжкой. Смазываем обе полосы клеем. Кстати, сейчас хорошо видно что я раньше говорил про силу удара. На обратной стороне кожи остался след от бевелера, значит удар был достаточно сильным. Когда обе полосы смазаны клеем, их складывают вместе, стараясь совместить край. Однако края никогда не совпадут идеально. Чтобы решить эту проблему, я заранее отрезал полоски кожи с запасом около 5 мм. Когда клей высохнет, край можно будет обрезать. Так мы получим идеально ровный край ремня. На внутренней стороне ремня я сделал несложное теснение в виде кленовых листьев и инициалов будущего хозяина. Внутренняя сторона ремня покрывается антик-гелем темно-коричневого цвета. Гель наносится толстым слоем и сразу или через короткое время вытирается мягким материалом или бумажным полотенцем. Кленовые листья остаются более светлыми из-за предварительно нанесенного на них защитного слоя сатин-шин. Гель антик очень непредсказуем. Чтобы не ошибиться в цвете перед тем, как пользоваться им на вашем изделии, нужно потренироваться на обрезках той же кожи. Кроме антик-геля существует более густая антик-паста. Я ей не пользовался, но слышал, что она дает более устойчивые результаты. Теперь используем гель-антик на лицевой стороне, для того, чтобы подчеркнуть контур рисунка. Лицевая сторона была предварительно покрыта двумя защитными слоями сатин-шин. Они не допустят изменения цвета рисунка. Густо покрываем кожу гелем и вытираем бумажным полотенцем. Гель остается только в углублениях и подчеркивает контуры теснения. Покраску гелем антик можно повторять несколько раз. Когда результат вам понравится, нужно не забыть отполировать кожу сухим мягким материалом. Так как полоски кожи были отрезаны с запасом, сейчас мы можем обрезать несколько миллиметров с каждого края для того, чтобы их выровнять. Strap Cutter — это несложное деревянное приспособление с острым лезвием. После того, как один край обрезан, переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Теперь у нас есть два идеальных ровных края с прямыми углами. Эти 4 угла обрезаем инструментом Edge Beveler. Только взглянув на край любого предмета, сделанного из кожи, вы сразу поймете, он сделан профессионалом или любителем. То, что мы сейчас делаем, очень важно потому, что это подготовка для получения идеально гладкого, ровного и отполированного края изделия. Для того, чтобы отполировать край и придать ему правильную форму, я использую сидельное мыло Saddle Soap. Также я пользовался пчелиным воском, но его нужно разогревать, и он лучше подходит для очень жесткой кожи или там, где воск используется для пропитки всего изделия. Сидельное мыло просто разводится с водой и наносится на кожу шариком из овечьей шерсти. После этого край полируется жестким материалом. Лучше всего для этого подходит полотно для картин.